Добрый день. Мы сейчас приехали за своим обычным промежуточным визитом между проводимыми ежегодно консультациями по 4 статье Устава МВФ. И в этот раз мы сосредоточились на обсуждении тех рисков, которые может испытывать Россия, в первую очередь, вследствие кризиса в зоне евро. Мы полагаем, что даже если не произойдет усугубление кризиса в зоне евро, темпы роста в России останутся замедленными и в следующем году составят 3,5% по сравнению с ожидаемыми в нынешнем году 4,1%. Однако существуют значительные риски того, что темпы роста замедлятся еще больше. Если же произойдет дальнейшее усугубление кризиса в зоне евро и его распространение на другие страны, то это приведет к спаду в мировой экономике, может произойти снижение цен на нефть, пострадают расходы, связанные с ненефтяным сектором, и финансовый сектор России будет испытывать трудности с получением внешнего финансирования. Мы считаем, что в условиях существования таких рисков приоритетами в экономической политике России должны стать действия и меры по смягчению, снижению рисков и по разработке планов действий по устранению таких рисков в случае их материализации. В бюджетной сфере главная задача – это наращивание резервных запасов, пока цены на нефть остаются высокими. В этом отношении в нынешней ситуации Россия оказывается в более неблагоприятных условиях, чем перед кризисом 2008-2009 годов, перед которым Россия сберегала средства на случай неблагоприятной ситуации, и был создан резервный фонд, средства которого можно было использовать на оказание бюджетной поддержки. В посткризисный период расходы оставались на высоком уровне, и в настоящее время объем резервного фонда гораздо меньше, чем он был перед предыдущим кризисом. Это означает, что объем резервов, которые можно было бы задействовать в настоящее время, гораздо меньше также. Для того, чтобы нарастить эти резервные запасы, необходимо ужесточить бюджетную политику, однако бюджет на следующий год предусматривает увеличение расходов и смягчение бюджетной политики, которые затруднят наращивание таких резервных запасов. В условиях сохранения высоких цен на нефть мы считаем, что было бы целесообразно в следующем году провести бюджетную консолидацию. Что касается денежно-кредитной политики, происходит снижение уровня инфляции, и мы считаем, что было бы целесообразно придерживаться той траектории по инфляции, которую сформулировал Центральный банк, с тем, чтобы к 2014 году снизить инфляцию до уровня в 4-5%. Учитывая нынешнюю высокую степень неопределенности, мы считаем, что в целом целесообразно и обоснованно то, что Центральный банк сохраняет без изменения ставки по своим операциям. Мы считаем, что было бы важно поддерживать плавающий обменный курс, который с нашей точки зрения приносит пользу России. Для того, чтобы снизить риски, мы также считаем важным улучшение надзора в банковском секторе, что позволило бы обеспечить финансовую стабильность. У нас вызывает озабоченность тот факт, что законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Думе, законопроекты, связанные с кредитованием связанных заемщиков, а также с наделением Центрального банка дополнительными полномочиями по использованию профессионального суждения при осуществлении надзора, до сих пор не приняты. Все, что я сказал в отношении бюджетной, денежно-кредитной политики и банковского надзора, относится к ситуации до возможного усугубления кризиса в зоне евро. Однако, если эти риски материализуются, это приведет к спаду в мировой экономике и возникнет опасность рецессии для российской экономики.
В этой ситуации мы рекомендовали бы сохранять плавающий обменный курс, который мог бы послужить определенным амортизатором. Учитывая то, что в бюджетной сфере резервные запасы очень малы и нет больших возможностей для того, чтобы осуществлять дискреционную бюджетную поддержку, как это было в предыдущем кризисе, мы считаем, что было бы обоснованным и целесообразным задействовать автоматические стабилизаторы. Как и в ходе предыдущего кризиса, мы считаем, что Центральный банк в таком случае мог бы прибегнуть к использованию специальных способов предоставления поддержки в виде ликвидности для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование банковского сектора. Вот такова наша точка зрения в отношении рисков и того, как можно их снижать в нынешней ситуации. Однако в долгосрочной перспективе главная задача для России – это обеспечить повышение темпов роста, и у России для этого есть большой потенциал. Помимо решительных мер в денежно-кредитной и бюджетной политике, это также потребует проведения структурных реформ, которые позволили бы улучшить деловой климат в России.